Всем здорово, народ, всех приветствую. Значит, смотрите, у меня частенько на стримах спрашивают, да и, кстати, под видосами тоже парочка комментариев уже залетала, а как же с PvP дела обстоят на Ноздоре? И вот такой вот теме сегодняшний видос у нас будет посвящен. Если хотите прям совсем краткий ответ, да, вот для торопык, то мой вердикт таков. Пока что сыровато, но играть можно. Дальше я буду данный тезис раскрывать. Всем приятного просмотра, погнали смотреть видос. Кстати, пользуясь случаем, расскажу вам про то, что у меня есть Twitch, я там постоянно стримлю, и Telegram-канал, в котором, соответственно, все анонсы о стримах присутствуют, также дополнительная информация. Ну и вот, например, закрепленный пост, вы можете там найти мой зипник с аддонами и ссылки на видосы об этих аддонах. Кстати, скоро будет розыгрыш различных ништячков по Ноздору, поэтому готовьтесь. Начнем, пожалуй, с упоминания PvP-баланса, какой он на данном сервере реализован. Значит, смотрите, PvP-шный баланс на Ноздоре пока что не трогали. То есть, если мы говорим про какие-то вот PvE-шные сеты, например, которые кастомизированы, да, для каждого класса, для каждого спека, но они работают только в рамках подземелий, открытого мира и рейдов, соответственно. На БГ и на аренах, что самое главное, PvE-шные сеты кастомизированные не работают. А вот кастомных PvP-шных сетов пока что нет. Я говорю пока что, потому что сам до конца, кстати, я не знаю, будут они, не будут, но вот на данный момент, на данную секунду, PvP-шные сеты идентичны стандартным личевским. Поскольку сервачок достаточно свежий, только месяц назад вышел, понятное дело, что весь фокус разрабов был направлен именно на PvE-сегмент игры, поскольку, 90+% игроков именно PvE-шной составляющей Вова и интересуются. Ну а мы, PvP-шеры, как бы, да, и PvP-сегмент всегда были таким меньшинством, до которого, если кому-то и есть дело, то внимание, очевидно, уделяется самое минимальное. Да что там говорить, даже на актуале, на PvP, по большей степени положили болт. Да, понятное дело, там какие-то нововведения привносятся, балансные правочки, тудым-сюдым, но это больше похоже на стратегию поддержания, знаешь, да, а не развития. Ну вот это лично мое мнение. Ну и опять же возвращаемся к Ноздору. Здесь, как я уже сказал, нет каких-то кастомных PvP-шных сетов. Если мы говорим про билды, то здесь они тоже стандартные, классические, нет там каких-то условных отдельно PvP-шных талантов или чего-то видоизмененного. В общем, тупо стандартный личевский PvP-контент. Но при этом эта ситуация только на данный момент. Но опять же, по немногочисленной полученной мною информации, разработчики планируют отдельно развивать PvE-контент и отдельно развивать PvP-направление. Что конкретно кроется под развитием PvP-направления, понятное дело, знать не могу, но здесь можем только порассуждать. Кстати, можем поднять с вами интересный вопрос, поскольку существует два таких базовых лагеря. Первый говорит, что PvE-контент и PvP-контент должны сосуществовать вместе и влиять друг на друга. Ну, то есть, условно, вот как на речей это реализовано. Сходил в рейд, получил ШМ, пошел в PvP, набил лицо, как бы. Вот это ты поиграл в PvE, получил бенефиты и в PvP-направлении. Ну и существует, понятное дело, второй, максимально противоположный лагерь, который ратует за разделение контента вот прямо тотальное. То есть, отдельно PvE, отдельно PvP. Я, кстати, себя причисляю ко второму лагерю, но я как бы понимаю и первый тоже. Тут, понятное дело, чисто вкусовщина, но вот меня лично абсолютно устраивает ситуация, как сейчас выстраивается на ритейле. Ты не можешь в PvE-шном гире пойти в PvP, ты просто ничего не сделаешь. И наоборот, заимев даже самый топовый PvP-шный гир, ну да, понятно, это лучше, чем какие-нибудь синьки PvE-шные, но, после первого же ключа ты уже будешь получать себе гораздо лучший PvE-шный отдельный гир. Ну и, кстати, вот вам фан-факт, как раз-таки максимально в тему подходящий. И небольшая ремарка, опять же, для тех, кто не в контексте, кто не погружен. У меня есть два канала на YouTube. Первый по 3.3.5, это данный, да, вот где вы сейчас видос смотрите. И второй только по актуальному Вову, там ритейл, Pandaria Classic из последнего и все такое. Так вот, самое последнее действующее дополнение на актуале — это War Within. Уже был анонс следующего дополнения, The Midnight, который будет через только полгода, но не суть. За весь War Within, за весь аддон я не прошел ни единого ключа. Я не сходил ни в один мифик плюс, ни в одно подземелье, понимаете? Это я к тому, чтобы вы поняли, насколько там разделен PvE-шный и PvP-шный контент. Там можно вообще, в принципе, в PvE не участвовать. Прокачал себе персонажа, получил, допустим, шмот сначала за БГ, потом за рейтинговое БГ и пошел спамить арены. Все. Ты можешь в PvE вообще не появляться. Это никак на силу твоего персонажа не повлияет. И именно в таких условиях я не сыграл ни одной подземки. И вот как будто бы для меня такой расклад абсолютно приятен и понятен. Потому что, если нет у меня желания ходить в рейды и в подземки, вот почему я должен это делать, чтобы получить силу PvP-шную? Так что вот такая вот у нас система на актуале. Но они, кстати, к этому тоже долго шли достаточно, и только последние аддоны в этом плане радуют. Ну а если мы говорим про Lich King, понятное дело, про дополнение 3.3.5, да, то у нас здесь идет полное смешение PvE и PvP контента. То есть ты не можешь быть самым сильным в PvP в принципе, априори, да, не играя PvE, не закрывая рейды, не делая там какие-то дейлики и так далее.
И вот насколько бы мне лично данная механика не нравилась, я абсолютно понимаю людей, которым важно смешение и PvE, и PvP контента. И вот чувствуете, да, сейчас прямо такой плавный момент, чтобы спросить у вас ваше мнение. Как вы считаете, надо вводить разделение PvP и PvE контента или лучше наоборот совмещать, как вот вам больше нравится? И что более интересно, как бы вы хотели, чтобы разрабы, допустим, на Носдоре, или как вы считаете, как вот они поступят? Что может скрываться под фразой «отдельное развитие PvP и PvE контента»? Вот как вы чувствуете, как вот вы это видите? Переходим ко второй части видеоролика, соответственно. Здесь стоит разделить у нас дальше на 3 ветки PvP, сегмент PvP, составляющую игры на Носдоре. Первый пункт — это, понятное дело, БГшки через вот просто поиск или, допустим, озеро ледяных оков. Второе — это арены. И третье — это World PvP. Сейчас быстренько обо всем об этом поговорим. Начнем с БГшек, пожалуй, как с самого доработанного на сервере пункта PvP-шного. Что это значит? Значит, смотрите, изначально на БГшке не было межфракционки. То есть, если вы играли за Орду, вас закидывало только за сторону Орды. Если вы играли за Альянс, то вас закидывало только за сторону Альянса, соответственно. Но это, очевидно, повлекло многие проблемы, связанные, например, с тем, что вот команда для Альянса тупо не набиралась, и БГ могло происходить в формате 3 человека Альянсера против 15 ордынцев. Вот так вот сложилось, что у нас 70%, ну около того, нету, понятное дело, четкой статистики, но тем не менее, около 70% игроков предпочитают сторону Орды и играют именно за Орду. Да, на Носдоре нету привязки расовых способностей к расе, соответственно, поэтому вы можете взять себе условно громовую поступь, играя даже за человека. Или наоборот, взять способность Найт Эльфа слиться с тенью и играю за Блад Эльфа, к примеру. И казалось бы, из-за того, что нету привязки к расовым способностям, у вас должна стереться вот эта грань между PvP расой Альянс и PvE расой Орды. Но не тут-то было. Все равно большинство игроков выбирают себе именно Орду, и именно Орда является превалирующей фракцией на данном сервере. Соответственно, чтобы не было такой проблемы с неравными командами и так далее, ввели межфракционку. Во-первых, на Носдоре, кстати, просто такая ремарочка. У вас межфракционные пати могут быть в открытом мире, межфракционные гильдии, межфракционная БГ, соответственно, тоже присутствует. А, еще и межфракционный поиск подземелья, допустим. И вот как только ввели вот эту систему межфракционки на БГ, она работала достаточно коряво. Ну, то есть, если у тебя изначально персонаж был ордынец, например, Таурен, тебя закидывал в команду к Альянсу, и как бы, да, ты был в команде Альянса, но вот в табе, например, то есть в списке игроков ты числился все равно в команде Орды. И флаг, допустим, чекать за сторону Альянса ты не мог. И все, что ты мог делать, это просто убивать игроков вражеской команды. А вот именно зарабатывать ресурсы, таскать флаги, так сказать, ты не мог. Но это все уже было по фикшену, поэтому сейчас на самом-то деле БГ работает прямо очень хорошо, и я бы сказал, в идеальном его проявлении. Ну и при этом взяли достаточно рабочую систему. Сейчас, регая за персонажа любой фракции, ты можешь попасть в любую команду, то есть либо к Альянсу, либо к Орде. Но как это реализовано? Если ты, допустим, регаешь Бладельфийкой, попадаешь в команду к Орде, так Бладельфийкой и остаешься. Но если тебя закинет в команду к Альянсу, твоя моделька персонажа будет заменена на условную Дренейку. И все. Просто в рамках одного данного БГ. При этом способности не трогаются. Способности, которые ты себе изначально выбрал, такими и остаются. Ну вот условно волшебный поток, играя за Дренейку, у тебя будет. Да, здесь все нормально. И сейчас совершенно нет никаких проблем ни с убийством противников, ни с захилом союзников, ни, соответственно, с кражей флагов условных каких-нибудь. И с расчекиванием точек тоже, соответственно, никаких проблем нет. Если говорить про регу на БГшке, то здесь вообще все супер чики-пики. Регает моментально, очень много людей играет, и, я не знаю, в очереди простоять больше 2 минут на БГ, но это какая-то редкость на самом-то деле. В этом плане сейчас я БГшками максимально доволен, ищутся быстро, уже играются без багов, без лагов, все чики-пики, найс. Отдельным подпунктом выделим, наверное, озеро ледяных оков, поскольку здесь межфракционки нет и, ну и, скорее всего, не будет, как я понимаю, и в связи с чем возникает та самая проблема перенаселенности одной из сторон. То есть за Орду всегда людей больше, чем за Альянс. В связи с чем, ну, 90% матчей выигрывается именно Ордой. Я бы сказал 100% матчей, но недавно я лично увидел, как озеро ледяных оков было захвачено стороной Альянса и офигел. Возможно, что-то, конечно, поменяется в ближайшее время, но, в общем, будем посмотреть. Здесь особо больше нечего добавлять. Озеро ледяных оков просто такое же стандартное, как вы всегда привыкли увидеть. Но вот единственное, да, за Альянс частенько бывает недобор. Второй большой пункт — это у нас, соответственно, арены. Здесь я буду достаточно краток, потому что лично я много игр, в принципе, не наигрывал, но какие основные моменты? Значит, есть несколько режимов. 2 на 2 примейдом, 3 на 3 примейдом и солока. В описании к солоке пишется, что это режим 5 на 5, но по факту это обычная 3 на 3 игра с соло-регой. Ну, то есть, как на Вармейне реализовано, как на Сирусе, когда ты один вне группы нажимаешь кнопочку «Вступить в бой», тебе подбирают 2 тиммейтов рандомов и 3 противников, также рандомов, и, соответственно, вы вот так вот 3 на 3 меситесь. 1 раунд, 1 победитель. Ну, в плане одна команда. И вот здесь самый главный вопрос касаемо солоки, да, а что там с регой?
И я вам скажу так, если в момент, когда вы заходите в игру, достаточно пиковый онлайн, ну, то есть это ближе к вечеру, где-то 2600, 2700 человек, если выходные, может быть, еще больше, и если при этом еще присутствуют квесты торговой лавки, я вот про нее немножко рассказывал в прошлом видосе, но не суть, есть квесты, которые вам ежедневно нужно выполнять, значит, иногда прокает квест в этой самой торговой лавке на отыгрывание 10 игр. И, соответственно, когда народ не хочет париться, не хочет себе искать тиммейта, чтобы отыгрывать, допустим, 2 на 2 игры, просто начинается рега Солоки. И вот в этот промежуток, да, рега действительно солидная. То есть вот у меня был последний стрим, на нем я как раз-таки попал в данные идеальные условия. Рега была очень быстрая. Главное условие для того, чтобы нашелся матч на Солоке, нужно 2 хила, то есть один в команду 1 и второй хил в команду номер 2, соответственно. Без хилов Солоки не начинаются, то есть 3 ДД против 3 ДД, как я понимаю, здесь не ищет. Ну и на самом-то деле это правильное решение, ну потому что, понятное дело, катки 3 на 3, когда это все дамагеры, ну такие достаточно быстрые, не скиллозависимые, ну в общем, в этом особо флекса нет. Ну и так вот, получается, самым таким базовым и необходимым условием, которое сложно выполнимо, да, это достаточное количество хилов в реге. Потому что дамагеров-то найдет всегда, дамагеров много регает, понятное дело, этот режим, а вот с хилами бывают проблемки. И, соответственно, если это не час пик, и если нету дополнительной мотивации в виде квестов, то бывает, да, Солоки могут искаться достаточно долго. И вот самый неприятный, кстати, момент, который касается Солоки, и он как бы следственно идет, видимо, из неправильного описания, потому что, напомню вам, когда вы регаете Солоку, там в описании написано 5 на 5, хотя по факту это 3 на 3. Показываются фантомные противники на арене, и это даже не ошибка Гладиуса, как я изначально подумал, а именно ошибка самого интерфейса игры. То есть, когда вы регаете даже без аддонов Солоку, вам показывает 5 противников, хотя по факту вы играете, опять же, повторюсь, только 3 на 3, и противников всего лишь 3. И вот это вот работает через раз. Я для себя заметил такую тенденцию. Если в команде противника есть инвизер, какой-нибудь ферал, друид, там, разбойник, может, маг инвиз нажал в начале и так далее, то вам, скорее всего, Гладиус забагается и будет показывать 2 фантомов. И если же инвизеров изначально в команде противника нет, то, по идее, все будет работать нормально и будет просто 3 противника. Короче, довольно неприятная ситуация, когда у тебя в Гладиусе отображается 5 противников, причем они там еще и перетасованные, то есть не так, что, знаешь, первые 3 реальные, а потом 2 фейковых. Нет, у тебя может быть реальный, фейковый, реальный, фейковый, реальный. И, короче, пойди угадай, кто там настоящий паладин против тебя играет, а кто это просто нарисованный. Из этого, ну, понятное дело, дискомфорт возникает. Если говорить про режимы 2 на 2 и 3 на 3, которые регаются премейдом, я там особо не играл, я играл только в двойки, и то ради квеста, просто, знаешь, там за ферала зайти, 10 каток проиграть и все. Но, в принципе, рега двоек была быстрая, единственное, что попадались, ну, там где-то 3-4 пачки в рамках, допустим, получаса, одни и те же противники. А если говорить про какие-то баги, связанные с режимом 2 на 2, я их не находил. Режим 3 на 3 премейдом, в принципе, ни разу не регал, поэтому про него ничего говорить не буду. Ну, скорее всего, работает так же нормально, как и режим 2 на 2. И у нас остался с вами 3-й пункт, это World PvP. Значит, смотрите, народ, я в нем никогда не участвовал, не принимал какие-то там активные действия по World PvP, но мне, понятное дело, периодически пишут пацанчики, и я пошуршал некоторую информацию. Значит, смотрите. Как я понимаю, на Ноздоре уже присутствует несколько PvP-шных гильдий, которые конкретно на World PvP заточены. И у них есть, допустим, команда Альянса, вот гильдия Альянсовская, есть гильдия Ордынская, да? И, соответственно, назначается сходка такая, как будто бы за школкой, условно, в определенном месте, в определенное время, они в открытом мире пиздятся, но здесь я могу как бы ошибаться. То есть какие-то сообщества присутствуют, если вас вот эта темка и движуха вся интересует, то можете, да, просто через поиск спутников, допустим, поспрашивать у народа, какие там гильдии заточены на этот World PvP, какие не заточены. Но, в принципе, как минимум по одному представителю гильдии за сторону Альянса и Орды вы точно найдете, и в этом плане помахаться в открытом мире у вас точно получится. Но в данном опросе, да, и контексте мои познания не глубокие, поэтому как бы тут могу ошибаться, уж простите. В принципе, по PvP информации на Ноздоре у меня как бы все. Ну, по сути-то и рассказывать особо нечего, поскольку, да, баланс стандартный, режимы какие-то работают, какие-то чуть-чуть нужно допилить. Ну и, соответственно, возвращаемся к самому первому тезису, который я высказал. В принципе, играть можно, но пока что сыровато. Кстати, народ, если вас интересуют PvP-шные гайды на различные классы и спеки, будь то ДК, Паладин, Чернокнижник, ШПшник, допустим, все это у меня лежит на бусте. Также там есть информация по настройке аддонов и интерфейса под PvP, различные разборы арен, а также присутствует личный чат, в котором вы можете мне написать, и я отвечу на все ваши вопросы. Поэтому, если вы планируете поддержать мой канал копеечкой и получить за это дополнительный контент, то предлагаю вам перейти на мой бусти, ознакомиться с контентом и подписаться. Все, погнали дальше. Пишите свое мнение о PvP ситуации в комментариях, соответственно, но мы погнали смотреть самые интересные соло-кью каточки. Вперед. Фрост. Ну ладно, хотя бы Фрост. А там 2 варлока. Йоу. Там 2 варлока, пацаны. Ради зеленки. Кикаем кассу Куби сразу же, моментально. И пошли в нее.
Заморозим. Суккубу убьем. Вторую суккубу убьем. А, ну так. Ну ладно, так тоже можно. Так, в принципе, тоже можно. Кастерс. Перерождением снимем. Кого мы хотим бить, кстати, у него пока. Надо убить им суккуб этих ебучих. Без суккуб они не смогут ничего сделать. Надо их не контролить, надо их убить. Я вот так вот думаю. Поэтому, короче, я в суккубу. Против двух варлоков с двумя суккубами невозможно играть. Надо их убить. Надо их убить. Нам не дадут их убить так просто, понятное дело. Так, охотник скверный пошел, нормально. А, теперь вот этого надо упорос, потому что он далеко стоит. И он стоит возле их порталов. Прожимочка! Биг депос. Биг депос, huge биг депос. Прямо сейчас, right now. Найс. Хе-хе-хе. Сынки. Сынки! Ну, кстати, то, что два варлока в пачке, это супер-гига неприятно. На, пост... А, у него диминишинг, не посмотрел. Или что, в поглощение улетело? В поглощение улетело, походу. То, что два варлока, это неприятно сейчас было. Это сейчас было неприятно в моменте. Ну все. С другой стороны, я и в 2 ДК играл, да? Так что почему бы и на двух варлоков не посмотреть. Ну, депос есть, конечно. Если дают бить, и особенно если там ткань, то это вообще пиздец. Депоса много. Но он мог на варлоке как минимум не выходить так далеко. Так, да, с этого тоже стоило начать бы. Так, а кто там? Там друид-разбойник, я так понимаю. Не хочу бить друида, на самом деле. И вот почему. Автоатака не отменилась, это печально. Ладно. Подспасти немножко. Окей, он примкнул. Можно его побить. Вот его не мотул. Вот его не мотул. Пиралыч побить. Грипнуть. Немота. Депос, биг депос. Добей его. Please, bro. Вот почему надо таскать. Ну, кстати, ладно, все равно не хватило. Почему надо таскать на антидизарм одноручку? Какой он хитрый, а? Видели? Хитрый. Хитрый был. Ой, это хорошо. Это сейчас очень хорошо. Надо его к себе гриппить сюда. Да ебанучий случай. Вот чуть-чуть не хватает уже второй раз. У меня сейчас будет через секунду кнопочка. Поживите, парни. Парни, пожить, плиз. Это не ботаферал, кстати. Это не ботаферал. You know? No, не могу за ним гоняться уже. Немножко подсаппортить тиме надо. А вот сейчас могу. Это не ботаферал, йоу, мэн, это не бот... Что? Ну, чел на ферале хорош, кстати. Чел на ферале хорош. Молодец. Угу. Я бы даже сказал, очень хорош. По сравнению с тем, что это... Какого по КД не дать на друида, пишет чувачокс. Угу. Записано. Какого в друида по КД. А то, что он формы свапает, это типа ему вообще никак, да? Не алё. Ну, видимо, не алё. Видимо, не алё. Но Фералыч нормальный пацанчик был. Нормальный. На этом видео завершаю, народ. Подписывайтесь на Телеграм, подписывайтесь на Бусти. Всем желаю удачи, всем прогрессив в ПВП, в ПВЕ. Всем пока.